На полках магазинов мы часто встречаем товары в пластиковых лотках. Сегодня расскажем, как они сохраняют свежесть и вкус ваших продуктов. Чтобы изготовить такой лоток, нужно взять за основу полипропилен. Это разновидность пищевого пластика. А его частицы называют полипропиленовый гранулят. По трубам гранулят попадает в специальную систему дозаторов, где смешивается со специальной добавкой. Этот рецепт сделает будущий лоток прочным при любых температурах. Готовую смесь нужно тщательно просушить. Чтобы высушенные гранулы не крошились и не создавали пыль, трубы имеют плавные изгибы, как в аквапарке. Именно по ним материал попадает на производство. Сначала вакуумными насосами в систему подается зеленый краситель. Потом все компоненты поступают вот в эти печки, где расплавляются до жидкого состояния. Горячая смесь пластмасс и красителя попадает на каландровые валы и раскатывается в зеленую пленку. На нее наносят прозрачный барьерный слой. Это главная защита. Она не пропустит кислород и повысит срок хранения продуктов. Когда два слоя пленки соединены вместе, удобно рассмотреть ее под микроскопом. Наш барьерный слой – тоненькая черная полоска справа. В итоге получается высокотехнологичный материал, который позволит доставлять свежее мясо в самые дальние уголки страны. Осталось только смотать нашу чудо-пленку на приемный барабан. Рулон упаковывают и клеят на него уникальный штрих-код. В нем зашифрована вся история продукта от гранул до готового лотка. Следующий этап – термоформовочный цех. Чтобы сделать из полипропиленовой пленки лотки, ее нужно снова нагреть. В термошкафу она становится мягкой и податливой. Затем горячий пластик подается на формирующий участок. Здесь пресс стальными формами продавливает разогретую пленку и придает ей вид лотков. Для свежего мяса предназначены лотки с ребрами жесткости. Между продуктом и поверхностью лотка должны быть промежутки, чтобы вокруг мясных кусочков циркулировала газовая смесь. Видите, как блестит поверхность у верхней части лотка? Этот блеск придает ему защитная пленка. Теперь лотки нужно вырезать. Готовую продукцию подбирает манипулятор с вакуумными присосками. Он складывает их аккуратными стопками на приемном столе. Остатки пленки отправляются на переработку. Эти обрезки и использованные лотки можно переплавить в новую пленку. Так работает безотходное производство. Лотки готовы, но упаковывать в них продукты пока рано. Сначала они должны пройти еще один важный этап – линию вклейки салфеток. Свежее мясо при хранении выделяет мясной сок. Чтобы оно дольше оставалось свежим, нужно этот сок собрать. Поэтому в каждый лоток вставляют особую салфетку-абсорбер. Она не только впитывает сок, но и сохраняет идеальную среду внутри упаковки. Чтобы не использовать клей, салфетку припаивают к лотку ультразвуком. В конце линии каждый лоток проходит компьютерный контроль. Только качественные лотки достойны хранить продукты. Теперь в них можно укладывать мясо. Чтобы ваше рагу было свежим, на фасовочной линии в упаковке закачивают особую смесь газов. Они не дают мясу окислиться. Это еще один уровень защиты. Такой лоток надежно укроет вкусные кусочки и сохранит их для вас в первозданном виде. Сегодня вы увидели, как из пластиковых гранул рождается упаковка для вкусного ужина.
Кстати, об ужине. Пожалуй, пора бы и нам подкрепиться.